Всем привет! Мы когда ехали в Шварцвальд, в природный заповедник, проезжали такой вот небольшой симпатичный городок Лёфинген. И на обратном пути решили в центре остановиться ненадолго. Местная архитектура привлекает к себе внимание, и находиться здесь одно удовольствие. Я пройдусь немного, поснимаю эти симпатичные улочки. Лёфинген совсем небольшой городок. Я бы сказал, что это вовсе не город, а небольшая деревушка, потому что здесь проживает всего около 8000 жителей. Центр города выглядит как средневековый, и до сих пор он довольно хорошо сохранился с его остроконечными зданиями. Я все думал, откуда такое название Лёфинген. Это что-то с ложками связано, ведь Лёфель переводится как ложка. И когда я увидел герб города, все стало на свои места. На гербе изображены 2 ложки. Вернее, понятно, что название произошло от ложек, но непонятно, каким боком тут ложки. Об этом я не нашел никакой информации. Если кто-то живет в Германии и знает историю происхождения названия этого города, то напишите в комментариях. Будет интересно узнать об этом. Кто едет на машине отдохнуть у каньона Вутахшлюхт, обязательно проедет через центр этого города. Здесь, в центре, глядя на старые дома, можно сделать вывод, что город очень старый. И действительно, первое письменное упоминание о Лёфингене относится к 819 году. Представляете, сколько лет этому месту? Сейчас, кто заметил, впереди по ходу было видно купол местной церкви. Она тоже очень старая. Она была построена в 1275 году. Это церковь святого Фридолина. Я читал, что в 1534 году в городе был крупный пожар. И этот пожар тогда уничтожил весь город. И осталась только эта церковь. Вообще эти места богаты достопримечательностями. Здесь совсем рядом есть парк развлечений, парк с оленями, обезьянами. Можно поплавать на плотах по реке. Но, к сожалению, этот парк сейчас из-за пандемии закрыт. Но здесь в округе есть полно пешеходных троп, по которым можно бродить без всяких ограничений. Да и по этим симпатичным улочкам никто не запрещает бродить. Для любителей водных видов спорта здесь есть небольшое озеро Кирнбергзея к северу от Лёфингена. Здесь же находятся руины замка Кирнберг. Как-нибудь в другой раз мы на эти руины тоже заглянем. Многие, наверное, задаются вопросом, почему местный лесной регион называют Шварцвальд, то есть черный лес. На самом деле он вовсе не черный. Название Шварцвальд, черный лес, произошло из-за темного цвета коры деревьев. При этом деревья здесь растут плотно друг к другу, и внутрь леса проникает мало света, и в лесу просто-напросто темно. Правильнее, наверное, было бы назвать этот лес Дункельвальд, то есть темный лес. Но так уж исторически сложилось. Да и название Шварцвальд носит не только сам местный лес, но и целый регион, а также горный массив. Сейчас этот регион является курортом. Я читал, что курортом этот регион стал благодаря римским легионерам, которые добрались до этих мест еще 2000 лет назад. Они открыли в этих местах термальные источники. Так, ну что, мы уже несколько часов находимся в этих местах, и сейчас точно можно сказать, что природа в Шварцвальде невероятно красивая. Поэтому мы и любим Германию за ее природу и возможность посещать такие места, которые вы видите кругом. Обязательно приезжайте в Шварцвальд.